знают, это Орел и Решка. Шопинг! И мы в Антверпене! Егор, пожалуйста, давай не будем бросать монетку, сразу же отдай мне золотую карту. Так. Здесь огромное количество дизайнеров. Да ты что? Авангардные, лучшие, антверпенская шестерка. Мне очень нужна карта, я очень хочу себе купить классных вещей, пожалуйста, умоляю. Ты понимаешь, Антверпен – это санаторий моей души. Санаторий, да? Санаторий. Здравница. Марина, Здравница. я вижу, что вы на электрофорез прям готовы идти на квасной ванне. Но правило есть правило. Прости. Орел. Егор, я тебе куплю пиво и бельгийских вафель. Ты считаешь, что это весь спектр моих потребностей, да, женщина? Да. Орел. Мне нужен орел. Решка. Спасибо. Это Решка. Нет, это орел. Это Решка. Нет уж, это орел. Егор, это Решка. Это орел. Егор, соглашайся, что это Решка, а не то тебе сломаю ноги. Знаешь, так мило, мне еще никто не угрожал. Все, завидуем молча и смотрим, как богатый человек уходит. Уходит, и карта Егор, уходит, ну с ним зачем уходит. тебе эта Ты и так карта? замечательно выглядишь, посмотри, попугайчик ты мой. Ты же бездарно тратишь деньги. Ну я же ждала этот Антверпен. Господи, Дрис Ван Нотен. Все вообще пропало. Никто не поймет мою боль. Что? Ну куда мне идти? Вот куда? Фонтан только если. Только если фонтан. Самоубийством жизнь покончить. Антверпен – это сердце Фландрии, древнего региона на севере Бельгии. Здесь как будто оказываешься в другом измерении. Вы знаете, это, наверное, первый город, в котором просто, идя по улицам, ты чувствуешь его величие. Но за старинными фасадами скрывается современная и продвинутая жизнь. Эта женщина лежит на стуле. Новая концепция феминизма, знаете ли, в современном мире. Здесь живут самые авангардные дизайнеры. Которые превратили Антверпен в один из главных мировых центров моды. Чудо возможно. Здесь вещи не изготавливают, их творят. И над ними колдуют с присущим фламандцам творчеством. Вкус шоколадного борща, что ли? Фландрия – это готика. Фландрия – это каналы и старинные здания. Фландрия – это 5 городов на севере Бельгии, которые берегут свою старинную историю. Это родина Рубенса и Ван Дейка. И по праву это самый живописный регион Европы. Кто не в курсе, расскажем. Маленький городочек на севере Бельгии, Антверпен, центр мировой моды. Есть, конечно, Лондон, Нью-Йорк, Париж. Но именно Антверпен – это рай для всех передовых модников мира. 30 лет назад 6 модельеров ворвались в индустрию моды и разорвали ее в клочья. Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Сайн, Анна Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендок. Антверпенская шестерка. С тех пор молодые дизайнеры с Европы съезжаются сюда, чтобы повторить их успех. К чему же они все так стремятся? Вот, пожалуйста, есть здесь музей бельгийской моды. Вот, например, инсталляция «Комната молодого дизайнера». Скажете, бардак. Нет, это творческий беспорядок. И все это потом мы видим в их коллекциях. Сегодня модельеры совсем по-другому смотрят на мир, шире. Они думают о будущем. Основное направление модной мысли – это создавать одежду из отходов, чтобы было не только красиво, но и экологично. Например, вместо кожи ведь можно использовать в работах кору деревьев.
Это глобальная мысль, я считаю. А это уголок имени Вальтера ван Берендока. Так он начинал свой творческий путь. В каждой своей коллекции он использует какой-то общий концепт. Вот, например, здесь коллекция, основанная на предметах интерьера. Здесь все. Обои, гардины, ковры, костюм, комната. У него прекрасное чувство юмора, я считаю. Идем дальше. Смотрите, какие котики! Это не просто ковер. Это история нашей повседневной жизни. Наш внешний мир. Деревья, собаки, коты. Вы правильно заметили. Но удивитесь, это не только ковер, это еще и мебель. На нем можно сидеть. Ван Сайн невозбранно разрушил все границы между бытом и искусством. Он гений. Вот вы, наверное, думаете, что Европа сошла с ума и куда вообще это можно надеть. Но весь модный мир помешан на таком стиле. Да вы только посмотрите, как филигранно он вплел в свои первые коллекции всю фламандскую живопись. Не зря трудились художники столько столетий. Смогли вдохновить дизайнера на такую красоту. Божественно, божественно, не находите? Теперь вы представляете себе всю степень моего отчаяния. Я же рассчитывала уехать из Антверпена авангардной дивой. Так делает мой кот, когда хочет есть. И так делаю я, когда очень-очень сильно хочу вот это. 1195 стоит вот эта накидка. Вот так выглядит фэшн-грусть. Даже если у вас не так много денег, а душа просит настоящего авангардного фэшена, всегда есть выход. Та-дам! Там меня ждут самые классные, красивые вещи любимейших антверпенских дизайнеров и самые приятные цены. Так, ну посмотрим, что тут есть, что тут. Дрис ван Нотен сразу же на входе встречает меня, говорит: здравствуй, Маша. Сколько? 40 евро? Да ладно. Ой. Понятно, что за 40 евро кофточка не может быть из последней коллекции, и уж тем более новой. Это секонд-хенд. У нас магазин уцененных товаров, который специализируется на продаже прошлых коллекций одежды бельгийских дизайнеров. У них в шоурумах дорого, а здесь можно себе позволить. Кстати, местные не очень любят делиться с туристами информацией, где находятся такие рыбные места. Ведь здесь можно купить очень крутые вещи совсем по смешным ценам. Вот Егор сейчас ходит, занимается бестолковыми вещами. Вот почему так? Смотрите, а это какая рубашка? Пижамный тренд, клетка, все соблюдено, красивые пуговицы, мой размер. Такая рубашка 2 года назад в магазине Дриса ван Нотена стоила 600 евро. 150 евро. Мне даже здесь дорого. Блин. Я начинаю своего коллегу несколько, знаете, мягко говоря, не любить в такие моменты. А была бы возможность, я бы ушла из этого магазина, например, так. В образе роковой бухгалтерши от Дриса ван Нотена. Или могла бы выглядеть вот так. Практически школьная учительница, но очень элегантная и, пожалуй, стильная. Из совершенно невзрачного какого-то, на первый взгляд, дурацкого свитера или непонятной юбки, посмотрите, как это все роскошно выглядит. В этом весь этот Дрис ван Нотен уже, по которой я вам сегодня все уши прожужжала.
А это уже другой дизайнер. Образ «Смелый стажер». Это Анна Демельмейстер, еще одна из антверпенской шестерки. Она любит все такое монохромное. Ну что ж, вы посмотрели показ мод от Марии Иваковой, который называется «Как разбиваются мечты» или «Нужно было бы все-таки переломать ноги Егору». Все так замечательно, но мне, правда, нужно что-то совсем недорогое. 40 евро максимум. Возьмите шарфик за 30 евро. Ваш любимый Дрис Ван Нотен. Такой тепленький. Ребята, чудо возможно. 30 евро. Дрис Ван Нотен. Я сейчас в обморок. I will fall down from my happiness. Okay. Yeah, thank you. Беру. Господи, беру. А откуда же берутся все эти дизайнеры? В Антверпене огромное количество университетов, колледжей и школ искусств. И именно сюда, а не в Сорбонну и не в Оксфорд, съезжаются все самые неоднозначные личности, которые хотят выучиться на дизайнеров. А как вот можно научить человека стать креативным? В Антверпене это умеют. Посмотрим, как тут куют кадры самой передовой дизайнерской мысли Европы. Стать студентом нелегко. Мне пришлось сдавать очень сложный экзамен. Преподаватель скомкал лист бумаги и спросил меня, что я в нем вижу. Я долго думала и ответила: «О, да это же скомканный лист бумаги». Он нашел этот ответ очень продвинутым и поставил мне высший балл. Я заплатила 9000 евро за год и стала студенткой. Когда я закончу институт, я буду в совершенстве делать вот такие браслеты. Представляете, за творчество здесь ставят оценки. Как вообще искусство можно оценить? Типа, вот это гениально, ну а тут ты накреативил на 3. А лучшие работы тут даже выставляют на стенд почета. Вот, делаю образец для выставки. Профессора говорят, у меня большое будущее. Что это? Это женщина, лежит на стуле. Новая концепция феминизма, знаете ли, в современном мире. Постструктурализм, если вы понимаете, о чем я. А потом студенты сдают экзамен. Давайте посмотрим на курсовые дипломные проекты молодых дизайнеров. Это исследование в теории линий, концептуальная архитектура будущего. Она о том, как линии взаимодействуют друг с другом в трехмерном пространстве. Святая святых. Аудитория, где проходит урок по выпиливанию лобзиком. Каждый дизайнер должен уметь работать с материалами. Кстати, материалы студенты покупают за свой счет. В год это им обходится тоже 1010. Давайте же узнаем, кто эти преподаватели, которые учат любого с ноги открывать дверь в мир большого искусства. Ну так я еще ни в одну галерею не заходил. Прям как в душ. Hello. Hello. Nice to meet you. Тина Дерюсер. 7 лет училась в Королевской академии искусств. Доктор искусствоведения. Преподает. По совместительству мастер оригами. Плетет разные подделки, в том числе и вот такие бусики. Стоит 814 евро. В чем прикол, спросите вы? А вы посмотрите, из чего они сделаны. Это настоящие банкноты. Идея в том, чтобы изменить идею потребления. Зачем же покупать и носить золото за деньги, если с таким же успехом можно просто эти деньги носить на себе? Здесь ровно 50 мьянманских кьят.
то есть 35 евро. Так а в чем все-таки прикол, спросите вы опять? Как в чем? А зачем Тина столько лет училась? А 9000 евро в год на обучение? А купить-то надо? Я ищу банкноты, которые одновременно и красивые, и недорогие, чтобы производство не было затратным. Но стоят эти вещи дороже, потому что я вкладываю туда свою работу. И эту работу я оцениваю гораздо дороже. 814 минус 35. 770 евро стоит 5 часов работы Тины. Кто ваши покупатели? Извините, но они предпочитают оставаться инкогнито. Самым большим спросом у Тины пользуются вот такие бабочки. Это тоже цельная банкнота, но я вложила в нее магнит, и теперь ее можно носить как брошь. А можем мы вот прямо сейчас сделать бабочку? Yeah? Смотри, раз, я уже крылышки вижу. Смотрите, минуты не прошло, а Грушевский уже готов упорхнуть. И сколько теперь такая бабочка стоит? Я не знаю цену вашей банкноты, но моя работа в ней стоит 30 евро. Но вы еще можете расплатиться ими. Зашел в магазин, денег не хватило, размотал бусики и рассчитался. А вот это уже повод для покупки. Вот, например, чаша, скрученная из 51-долларовых купюр. С дизайнером-то я расплачиваюсь золотой картой, а чаша, ну как и полтос, останутся со мной. Не только на шеях клиентов Тины де Рюссер крутятся большие деньги, но и на алмазных биржах. Сюда приезжают скупаться ювелиры со всего света. Ведь Антверпен – это бриллиантовая столица мира. Через этот город проходят все алмазы и бриллианты. А возле железнодорожного вокзала есть даже алмазный квартал. Это целых 5 улиц в еврейском районе Антверпена. Ну как я могу уехать из Антверпена без бриллиантов? А я не могу. Поэтому иду в Diamond Land. Там, говорят, продают бриллианты на любой кошелек. Вот и проверим. В маленьких кабинках за стеклом сидят люди. Это огранщики. И это на них не перхоть, а настоящая алмазная пыль. У огранщиков очень ответственная работа. В алмазе им нужно увидеть бриллиант. Одна ошибка, и бриллианта нет. А можно увидеть алмаз? Я, кстати, только сейчас поняла, я никогда не видела некрасивый, уже ограненный. А как он выглядит вообще? Вот я в руках никогда не держала. Посмотрите, вот так выглядят необработанные бриллианты. Вообще никак, как стекло. Из алмаза можно сделать бриллианты разной формы. Форм всего 8. И если вы захотите сделать себе бриллиант в форме, например, батона, у вас это не получится. Батоны можно делать только из золота. Каждая огранка подбирается специально под камень, чтобы он лучше сиял. Но цена камешка зависит не только от огранки. Еще есть вес, чистота и цвет. И вот все это в сочетании влияет на стоимость бриллианта. То есть не факт, что если бриллиант больше, он будет стоить дороже. Чистоту бриллианта вы на глаз не определите, тут микроскопы нужны. А вот к цвету приглядеться можно. Светло-голубой – это самый дорогой, а тот, который желтоват, подешевле. Поэтому каждый раз, когда огранщик смотрит на алмаз, он думает, каким его сделать. Большим, но мутным или маленьким, но ярким. Главное, чтобы на выходе он стоил дороже. It's an eye color, so you see that's a bit more yellow coming out. It's $120,000 and not more.
В общем, если вам подарили большой камень в форме футбольного мяча, не спешите выходить замуж. Скорее всего, перед вами цирконий и мужчина, который не разбирается в бриллиантах. Я за размерами не гонюсь, особенно со своим бюджетом. Но и для бедного шопера, как я, в этом магазине есть варианты. 1/100 карата, практически алмазная пыль. Хороший сувенир. Может быть, куда-нибудь его вставлю в зуб, коту, себе. Почему нет? 15 евро могу себе позволить? Скажу Егору, что бриллиант себе купила. Есть у нас традиция Рубрика «Подарки». привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Ну что, Валерий Горбунов? Ребят, ёж. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Открой дверь в Нирвану. Как вы видите, за нами наблюдают из-за лука. Поэтому по-тихому я хочу сообщить вам одну очень неприятную новость. Как оказалось, рубрика «Подарок, подарочек, подарушка» называется «Подарок зрителю». В большинстве своем мы, конечно, просили пиво, шоколад, бриллианты, но самые, даже не знаю, как правильно их назвать, пуританистые наши зрители просили домой гобелен в 21 веке. Не знаю, зачем он вам нужен, но я не считаю эти заявки оригинальными, а перейду к просьбам, которые достойны нашего внимания. Начну с сообщения от Трусь Ирины. Здравствуйте, мои любимые ведущие. Здравствуйте, Ирина. Привезите мне, пожалуйста, из Антверпена в подарок сувенир «Писающий мальчик» во всевозможных вариациях. Ирочка, писающий мальчик – это символ Брюсселя. А писающие мальчики во всевозможных вариациях, как вы пишете, в Антверпене, как правило, очень быстро попадают в отделение полиции. Поэтому не судьба. А следующее сообщение вот настолько странное, насколько только можно себе представить. Написала нам его Ирина Замковая, или Замковая. Привет! Привезите мне, пожалуйста, что-то связанное с религией данной страны или чайную чашечку. А вот сообщение от Яны Радомской. Добрый вечер, Мария и Егор. Здравствуйте. Посетите парфюм Гайдельфорж. Это парфюмерный магазин и мастерская. Парфюм рождается и созревает в недрах средневековой крепости Намюр в казематах эпохи Чарльза V. Привезите флакончик парфюма. Ну, знаете ли, Яна, парфюм – это, так скажем, прямо не особо оригинальная заявка, а вот казематы Чарльза V – это очень интересно. Ну, по крайней мере, мне. Поэтому пойду понюхаю. Пойду подберу вам чего-нибудь. Что, Яна, думаете, я с ума сошел? Нет, я иду выбирать вам парфюм под музыку. Класс! В небольшом городке Намюр в 16 веке построили вот эти казематы. В них годами томились заключенные. Их мучили и пытали. Сегодня казематы не актуальны, а чтобы помещения не простаивали, здесь теперь годами пытают духи. Парфюмеры смешивают ароматы. Кстати, уверяют, что все экстракты абсолютно натуральные. Ароматов 46. 23 женские. Яна, я готов. Егор вам плохого не пожелает и не купит тем более. Поэтому вот это он вам не купит и не пожелает. Ну, пахнет как цитрусовый освежитель воздуха. Ух, вот такой запах был у моей учительницы по биологии. Вай, прям мазь Вишневского во флакончике. Мерзость-то какая, а? У меня у дедушки в гараже так пахло.
Прям такая легкая цитрусовая свежесть тоже. Цветов практически нет, сладости тоже. Это очень неплохо. Очень прям мне понравилось. Называется Isis или Isis. Принцесс Isis, в общем. Пока что это мой фаворит. Вот оригинальную заявку оставили вы, Яна. Очень оригинальную. Попробуй выбери духи на подарок. Это же как сложно. Но я руководствуюсь только одним правилом. Как сказала некая известная великая женщина, я надеваю на себя на ночь только духи. Поэтому я бы очень хотел, Ян, чтобы человек, который просыпается с вами, всем говорил, что он спит с принцессой Isis. Когда разглядываешь памятник в Антверпене, может сложиться впечатление, что у них какой-то нездоровый интерес к отрубленным конечностям. Вот рука, и вот рука. А вот парень с чужой отрубленной рукой. Оказывается, есть целая легенда о том, как хороший парень отрубил плохому великану руку и выбросил ее в реку. Антверпен переводится как «бросать руку». Руки тут разбросаны не только по городу, но и в недорогих шоколадных лавочках. Так приятно, что практически в каждом магазине в Бельгии можно совершенно бесплатно попробовать любую конфетку. Они внутри с марципаном и с таким бельгийским ликером. Ой, очень сладкие. У меня аж зуб заболел. Но я решила взять вот такой милый шоколадный сувенир с очень красивой легендой про оторванную руку. Антверпенские ручки из шоколада за 6 евро. Недалеко от Антверпена находится город Брюгге. Самый живописный город во всей Европе. Он знаменит своими каналами, музеями и тем, что здесь, говорят, можно залечь на дно. Но я приехал сюда совсем не за этим, а для того, чтобы показать вам, что такое настоящий бельгийский шоколад. Помните, мы уже были в Бельгии, и Антон жаловался, что шоколад ему не по карману. Чё-то дорого. И вместо шоколадных бутиков он поехал на фабрику, где подешевле. Шоколад здесь и правда очень дорогой, но у меня-то сегодня золотая карта. Куда я пойду? Конечно, в самый дорогой магазин. Шоколадный рок-н-ролльщик, великий шоколадный экспериментатор, да просто сладкий мужчина. Как только его не называли, но шоколад этого мастера известен далеко за пределами Бельгии. А вот что же в нем такого особенного, эксклюзивного и неординарного? Сейчас попробуем, сейчас узнаем, сейчас тебя побалуем. Почему нет? Сегодня можно. Пойдем. Пойдем. Ой. Мало того, что пахнет здесь, конечно, ну вы понимаете, как, да? Так еще и посмотрите, какая стилизация. Полмашины, здесь и аппараты стоят. А вон, наверное, и Доминик. А ну-ка. Это же ведра какао-бобов. Доминик? Yes. It's a great pleasure. Nice to meet you. I heard a lot about you. How are you? I'm fine. You know, you have a very good, wonderful shop. Thank you. Друзья, нам очень сильно, нереально, круто, просто повезло. Этого шоколадье сложно застать на месте. В его магазине все дела ведет его жена. А он либо в экспедициях по поиску лучших сортов какао-бобов, либо торгует лицом на какой-то очередной модной вечеринке. Ну, знаете, в шоколадном мире Бельгии хочешь жить, умей вертеться. 2 года назад я организовывал день рождения для Rolling Stones. Вопрос снят. Уже можно ничего не объяснять. А там, извините меня, на день рождения Rolling Stones может быть все, что угодно. Не только шоколадное. Да. И они попросили, чтобы в меню было много приколов, связанных с рок-н-роллом. И мы придумали машинку, чтобы нюхать шоколад, как наркотик. Шоколад тоже ведь наркотик. Это была смесь мяты, имбиря и шоколада, и все это взрывалось в мозгу. Теперь она очень хорошо продается.
Сейчас я покажу вам, что такое шоколад от Кутюр. Во-первых, это все ручная работа. Дальше больше. Каждый шоколад здесь коллекция. Это восточное. Вот с васаби, вот с сакурой. Это для вегетарианцев, с луком. А вот с овощами. Это очень странный, удивительно странный вкус. Такое ощущение, что я ем какие-то запеченные на гриле овощи, которые укрыты шоколадной глазурью. Но за счет того, что эти два вкуса миксуются у меня во рту, получается такой, знаете, наполненный вкус шоколадного борща, что ли. Вот коллекция под праздники. Это космическая, на стадии разработки. Это географическая, «Мой путь» называется. Для тех искушенных путешественников, которые, например, хотят вспомнить осенние вечера в Амстердаме. Это марихуана? Тебе сегодня еще работать? Не знаю, от вашей конфеты зависит. Она не токсична. Там всего лишь масло каннабиса. Сливочный шоколадный крем, пралине. Мне ожидать каких-то перемен в сознании? Нет, прости, это в соседней стране. Ну да. Очень интересный вкус, своеобразный. В нем есть такой, знаете, вот гербальный оттенок. Как будто бы ты вот реально ешь шоколад и немножко поджевываешь вместе с ним какую-то траву. Причем не обязательно каннабис. А это конфета для сигарных гурманов. Мы берем листья табака и вымачиваем их в роме и коньяке. Потом используем этот алкоголь для приготовления шоколада. На гортани остается такой, ну, знаете, такой древесный привкус. Вот немножечко чувствуется. Как будто бы кто-то шашлыки жарил на сосне. Это все не только необычно и вкусно, это очень дорого. Одна конфета 3 евро. Ну, завидуйте молча. Дорвался человек, да, ну нравится мне шоколад, ну, вкусно. Я вообще весь магазин отсюда унес, но со сладким тоже, как бы, надо в меру. В меру, поэтому еще сердца, наверное, возьму. Ну, и еще одни орешки, ну, потому что, как бы, ну, без орешков, ну, как прожить без орешков? Брюгге – город не только классного шоколада. Тут ты как нигде чувствуешь, что Бельгия – это пивная страна. Бельгийцы считают свое пиво лучшим в мире и создали вокруг него целый культ. Баров здесь, кажется, больше, чем самих жителей. А чтобы перепробовать все сорта бельгийского пива, нужен год. Причем пить надо каждый день. Хотя такое впечатление, что местные только этим и занимаются по вечерам. Но и это еще не все. В Брюгге есть пивзавод с секретом. Видите эти трубы? Они уходят под землю на 30 метров, и по ним через весь город течет, как вы думаете, что? Да, друзья, это пивопровод, чтобы пиво было всегда свежее. Я пиво не люблю, но думаю привезти отсюда сувенир для своего папы. Куплю ему что-то необычное. How many types of beer you have? In the store we have about 300. Я все время думала, что пиво бывает светлое, темное и какое-то типа, ну, натуральное. Все. Regular blondes. Regular for blonde. example, the blonde Chimay. Then you've got special blondes. Special blonde. For example, Duvel. Ага. Special blonde is basically a stronger blonde. Stronger blonde. They're О, higher это in прям alcohol. про меня. Сильная блондинка. Special blonde. Окей. Вау, представляете, это пиво блондинистое, но с некрашенными корнями. Как-то так. Маша, что ты несешь? В общем, темные корни, светлое пиво. Все как в жизни. Обратите внимание, пиво принято выпускать не в пол-литровых бутылках, а 0,33. Но самое интересное, что для каждого сорта пива есть свой бокал такого же объема.
Каждое бельгийское пиво имеет свой собственный стаканчик. И вы не нальете это пиво в этот стакан. Почему? Ну, во-первых, у каждого пива своя высота пены. Вы не нальете Дуваль в этот стакан, просто хотя бы потому, что пена туда не поместится. Ну и второй нюанс, который гораздо важнее. Многие ароматы станут неразличимы, если пиво поместить в неправильный бокал. Бокалы разной формы специально для того, чтобы различать ароматы. Что же купить? Возьмите квак. Смотрите, какой стакан. Когда ты допиваешь последний глоток, оно делает так, квак. А еще у него есть легенда. Этот стакан придумали давно, для извозчиков, чтобы им было удобно ехать и пить пиво. А какое пиво вы бы посоветовали из него пить? Ну как какое? Квак, конечно. Ведь в Бельгии для каждого пива свой стакан. И сколько стоит этот бокал? 18, 1, 8. And, А пиво? for the beer, 3 euros, 3.50. I'm gonna... Я куплю его своему папе. Папа! Папито! В отличие от Маши, я пиво люблю и неплохо в нем разбираюсь. И поэтому иду в самое культовое пивное заведение во всей Фландрии – «Безумная Грета». В нем предлагают 350 сортов этого напитка. Самому сдуреть можно. Hello. I'd like to try beer Quack. My shoes? А вот это for what? It's the deposit for the glass. Окей. Thank you very much. I will put it in the basket. В чем фишка? С этим пивом здесь связан целый аттракцион. Во-первых, его нет в меню. Нужно лично спрашивать у бармена. Дальше вам приносят бокал пива, а взамен у вас забирают ботинок. Допил пиво, получи ботинок назад. Ботинка у меня 2. Думаю, с 2 бокалами по 0,33 я справлюсь. You want the blonde or the dark one? Let it be one dark and one. One dark and one blonde? Why not? Вау. Why? Попросил 2 бокала, посмотри. Здесь литр 200. Литр 200 пива вот в этом вот тоненьком, аккуратненьком бокале. Я же думал, мне принесут 2 по 0,3. Предупреждали бы хотя бы. Чтобы вы понимали, размеры бокала полметра. Прям пиво джедая. Чтобы уйти отсюда, мне нужно влить в себя 2,5 литра пива. Крепость его 8,5. И я пока не представляю, как это сделать. И мне очень страшно, что со мной будет. В целом, пиво хорошее. Не могу сказать, что это прям вот что-то сверхъестественное, что-то прям невероятное, лучшее пиво, которое я пробовал в жизни. Нет, хорошее, светлое пиво. Чувствуется, что оно свежее. Но много его не выпьешь. Бельгийцы, они сильные люди, они реально сильные. Вот как можно прийти в бар и вообще выпить такую вазу? Как? Не понимаю, не знаю вообще. Ну, я это сделаю. Думаете, я балуюсь? А нет, я тестирую вот эту самую подставку, потому что ее придумали еще до моего рождения специально для извозчиков. Ну, знаете ли, лошадь, да, повозка, нужно же следить за дорогой, в конце концов, сноп, сугроб какой-нибудь, может быть, яма, а пиво всегда на месте. Смотри. Я сижу тут уже час, а оно на месте. О, кажется, я придумал, как отвоевать первый ботинок. В моем родном городе невероятной популярностью, особенно летом, пользуется пиво подрезка. Если кто не знает, это смешивание темных и светлых сортов пива. А какая же она на вкус бельгийская подрезка, спросишь ты меня? А я тебе отвечу.
А вот и квак. В тот момент, когда я смешивал пиво, у моей барменши дернулось веко. Так вот, мне кажется, что это было открытие века для бельгийских барменов. We call it подрезка in our country, really. We make... Первый бокал ушел, а значит, первый ботиночек идет ко мне, кроссовочек. Я. Мой ты родненький, тебе-то прошедший. Сейчас мы с тобой второй отвоюем. Давайте же попробуем подрезку. Итак, жизненно важный вопрос. На одной чаше весов ботинок, на другой печень. Ботинок, печень. Печень или ботинок? Все, я пошел. Фландрия – это то место, где любой авангардный эксперимент воспринимается на ура и продается задорого. И сколько теперь такая бабочка стоит? 30 евро. Здесь воплощаются самые странные и смелые идеи. Прям мазь Вишневского во флакончике. Да ладно. Думаете, я с ума сошел? Мне даже здесь дорого. А чё я не могу пойти в бар? Вообще никак. Покупка здесь – это любовь на всю жизнь к самому живописному и авангардному месту на планете. Никуда не Hello, деться ты hello, мой, bonjour. Ой, а что это мы такие веселые? А что это за аромат? Это бельгийский парфюм приоральный. Я квакал только что просто. В смысле квакал? Ну, квак пробовал. Квак. Видишь, одной ноги нет. А где ботинок? Надо допить пойти. Я специально думаю, замерзнешь, пришел к тебе пораньше. Обалдеть. А я знаю этот квак, это кружка. Ну? Я папе сегодня такую купила. В смысле, а где обувь? Так я просто купила кружку. И все. Можно было и так, в принципе. В принципе, да. Как это, шопинг? Как? Шопинг? Извини. Шопинг отличный, Егор. Значит, список моих покупок. Внимание. Бриллиант. Настоящий, с сертификатом. Дизайнерские вещи Дрис Ван Нотен, если тебе о чем-то это говорит. А также подарки домой. А деньги откуда? Как откуда? $100. Вот это вот все за 100? Да, Егор. Это как так? Егор, опыт. И никакого мошенничества. Пока Егор недоумевает, я буду с вами прощаться. Мы увидимся с вами 3-4 в следующем городе. Всем пока. Девчоночки. Какие девчоночки? Посмотри на себя. Кому ты нужен? Господи, пойдем уже. Я богатый человек, мне вообще можно Людей сегодня не всё? пугай, Мне можно? богатый Мне, человек. вот, мужчина сказал, можно. Значит, можно. Егор. У меня остался в заложниках тапок. Мне нужно быстро. Слушай, тапок подождет. серьезно, Пойдем правда. Ну я же не могу, поедешь, ну как я так? Нормально. Ну воспаление Нормально. пятки будет. Воспаление пятки уже не будет. Уже все произошло. Ну обрежут мне, и как я буду Обрежут хромать? пятку? Ну, зашьют. Потом будешь чесаться.